привет, друзья! Вы в настоящем моменте, мы Виталий и Лада. Сегодня мы вам хотим рассказать о том, какие таунхаусы можно приобрести в Ирпене, в районе, который практически разрушен. Сейчас мы находимся на улице Севериновская, там, где сносят самые пострадавшие дома. И сегодня мы вам хотим показать таунхаусы в этом же районе, немножко дальше, которые новые, построены. И сколько они стоят, как там, что там вокруг. В общем, поехали смотреть. Здесь не только такие высокоэтажки, здесь вот начинается лесная зона. Здесь находится всем известный Адмирал клуб, отельно-развлекательный комплекс и спа. Туда приезжали раньше много людей для того, чтобы провести время в релаксе. То есть это курортная зона, и здесь рядом продаются таунхаусы, которые мы вам хотим показать. А в конце видео мы вам покажем, куда переместили рисунок известного британского художника Бэнкси, который нарисовал этот рисунок на стене вот этого разрушаемого дома. Этот супермаркет, он находится в километре от тех таунхаусов, которые мы хотим вам сегодня показать. Сейчас немножко проедем по райончику. Это район в Ирпене, который принято назвать районом линий. Он был самый разрушенный, самый пострадавший от военных действий, но теперь он самый перспективный, потому что на месте разрушенных домов будут строить новые. Здесь недалеко находится школа, которая тоже была сгоревшей, там полностью все выгорело. И сейчас ее реконструируют, поэтому теперь в Ирпене вместо третьей школы будет колледж современный. Здесь вообще будет обновлена вся инфраструктура, здесь будет практически новый жилой квартал. Абсолютно, потому что смотрите, сколько разрушенного. То есть, когда это все восстановится, здесь будет красота. Здесь даже вместо частного сектора, по левую сторону сейчас у меня, тоже будут новые дома. Ну, такой план, по крайней мере. Не знаю еще, согласовали его или не согласовали. Сейчас мы свернем на 11-ю линию с основной дороги. И это лесная зона. Смотрите, какие здесь густые деревья. Это как раз у нас по правую сторону забор Адмирал клуба. И вот заезжать вот так вот к нашим таунхаусам. Конечно, пока еще инфраструктура там в том районе не совсем развита, именно там, где таунхаусы, да? Но я думаю, что смотря по другим комплексам, насколько быстро все строится, настраивается, то есть она появится очень быстро. То есть и супермаркет там настроят, и садиков, и школ, я думаю, там будет нормально все с этим. Вот Адмирал клуб, да? Так, вот таунхаус, и вот Юля, привет. Привет. Ну что, расскажи, много здесь домиков планируют построить? Вообще, эта территория такой своего рода городок, в котором будет 44 таунхауса. Построены они из кирпича, утепление пенопластом, сверху штукатурка. Ну, вот видите, на разных стадиях. Какие-то уже готовы, то есть, в принципе, можно будет через какое-то время заходить на ремонт. Какие-то на средней стадии. И какие-то там еще только на стадии котлована. И по цене, может быть, сразу? По цене минимальный. Есть один акционный, он стоит $58 тысяч. Все зависит опять-таки от участка. Чем меньше участочек, тем дешевле. А по квадратуре внутренней они все одинаковые? Общая площадь 100 квадратных метров. Да, 2 этажа. Ну прикольно, мне нравится. Да, цена. здесь все коммуникации заведены, все коммуникации городские. Давайте посмотрим внутри таунхаус. Хотя он, конечно же, и типичный. Мы вам уже не раз показывали, как выглядят таунхаусы внутри. Здесь 50 метров квадратных на первом этаже и 50 метров квадратных на втором этаже. На каждом этаже есть санузел, бетонная лестница, которую потом можно будет облицевать. Все перестенки уже построены. Все коммуникации подводятся сюда, будут городские коммуникации, очень высокие потолки и будет чердак. Но на чердак нужно делать отдельный выход, тут нету лестницы специальной, бетонной. Зато есть уже отдельные комнаты с очень просторными высокими потолками.
Из некоторых окон хороший очень вид, потрясающий. Например, из этого таунхауса. Вот вид вдаль на лес. Очень красиво. Здесь тихий, спокойный район. Посмотрите, вот видно, роют траншеи, ведут электрические кабеля, подводят канализацию, воду. Все. В ту сторону вот расширяется этот городок. 44 домика здесь будет. По этой улице можно идти прогуляться по частному сектору. Кстати, мы с вами это и сделаем. Походим, покатаемся по частному сектору, посмотрим лесную зону Ирпеня. Я думаю, вам понравится. Друзья, мы сейчас заехали с обратной стороны таунхауса, который вам показывали. И дальше хотим проехать по частному сектору, по райончику, который рядом находится, чтобы вы имели представление, какая здесь красота. Вот, смотрите, начинаются заборы частного сектора. И здесь такие не бедные домики. Домики в лесу, так сказать, в тихом месте. Справа это все еще забор Адмирал клуба. У него большая очень территория. У нас были видео об этом Адмирал клубе. Мы снимали еще, когда он был целый, как там красиво, как там Да, все было хорошо, очень многие создано. любили приезжать, хоть там было и недешево. Но в результате боевых действий он был сильно разрушен. Сейчас туда не зайдешь. Даже не пускают. Да, мы даже не можем посмотреть, насколько сильно он разрушен. Ну, конечно, цена. Но это для богатых. Чистый воздух, экологический. Никакого производства здесь нету. Практически очень редко ездят машины только тех людей, которые здесь живут. Раньше в этом месте были пионерские лагеря. То есть здесь отдыхали дети. Да. Ну, кстати, еще до сих пор и остались лагеря здесь кое-какие. Мы даже сейчас, наверное, будем проезжать рядом. Смотрите, какая лесная зона. Это прям здесь какой-то парк, он, ну, как не облагороженный, просто вот такой, как есть, кусочек леса остался. Пойма реки Ирпень за вот этими частными домами. И там даже есть пляжик. В общем, здесь, ну, чисто такая природная зона, на которой приятно жить. Тут есть очень богатые и красивые дома на пригорке. Мы когда снимали с Ладой, да, видите, там строятся много. Есть один дом в виде замка построен. То есть тут такие богатые люди себе втихаря понастроили хоромов и живут себе, им нравится. Даже несмотря на то, что до магазинов далеко, у них всех есть машины, они затариваются. То есть их это как-то не смущает. У них другой образ жизни. Видите, убирают территорию перед своими домами. Конечно, есть такие места, где еще не везде положили асфальт. Вот мы сейчас доезжаем. Здесь кусочек асфальта отсутствует, но дальше снова есть. Вот если Лада покажет, сейчас справа там богатенькие домики стоят. Просто я вам скажу, с машины еще не все видно. Здесь нужно выходить и ходить по переулочкам. Там такие есть экземпляры неплохие. И я думаю, поскольку здесь живут богатые люди, то все эти улицы в будущем, вот только кончится война, будут заасфальтированы однозначно. И вообще мы с Ладой смотрели аналитику по поводу недвижимости в Украине, а в особенности в Киевской области, то все аналитики сходятся в мысли, что как только Украина победит, тут же цены на недвижимость в Киевской области взлетят в 2 раза, в Киеве и в Киевской области. Почему? Потому что сейчас они не растут, цены, ну, из-за войны, понятное дело, и плохой спрос, потому что люди опасаются. Но
стройматериалы подорожали, рабочая сила подорожала, и спрос вообще-то на самом деле очень большой будет, потому что многие люди потеряли жилье там на востоке Украины, то есть люди куда они ринутся? Конечно же сюда, потому что мы знаем историю с 2014 годом. Почему донецкие поехали именно в Киевскую область? Потому что здесь самые выгодные экономические условия, здесь есть работа, здесь всегда крутятся деньги. И поэтому люди, которые потеряли свое жилье там, на востоке Украины, они, скорее всего, выберут Киевский регион для того, чтобы переселиться сюда. Друзья, может показаться странным, что мы снимаем видео про строящееся жилье и при этом показываем вот эти вот разрушенные дома. Но мы делаем это по двум причинам. Во-первых, это правда. Так сейчас выглядит этот наш зеленый район Ирпеня. Во-вторых, мы хотим, чтобы весь мир видел и не забывал о том, что именно русский мир принес нам в Украину. Да, мы, кстати, любим приходить сюда прогуляться, посмотреть на вот эти вот коттеджики справа-слева. Здесь некоторые улицы вообще такие, просто как куколки, вылизанные, очень аккуратные, заборчики у них, туи растут. Но просто находишься как где-то не в Украине. Раньше в Украине так не делали. В общем, Буча и этот район, в общем-то, они немножко созвучны. Да, вот? Да, мы вам в прошлом видео про недвижимость показывали лесную Бучу. Она похожа вот на этот район в Ирпене. Тоже находится в лесу. И вот, в принципе, так он выглядит. Это бывшие пионер-лагеря. Не знаю, как этот лагерь назывался. Вот он до сих пор существует, но я не уверен, что работает. Юрия Гагарина назывался лагерь. А вот так выглядит край Ирпеня возле поймы реки Ирпень. Здесь высоковольтная линия электропередач. Люди какие-то огороды себе возделывают, самозахватные, видимо. И вот по тропинке можно дойти до реки Ирпень. И кое-где даже на реке есть пляжи. Ну вот, для полноты картины я даже дошел до реки, чтобы вы могли посмотреть, как выглядит сейчас река Ирпень. Конечно, в этом месте она, не очень живописная, так скажем. Рыбаки, как обычно, копают себе ступенечки, делают кладки. Хотя это не рыбаки, это дачники. Выкопали для того, чтобы воду набирать здесь. Вот там дальше по течению вниз есть небольшой пляжик, но он отсюда где-то метров 500. Там можно будет покупаться. Ну а вот наш район Ирпеня, который мы вам сегодня показывали. Вот он прям в лесу стоит. Тихенько так себе. Домики, живут в нем люди. Ну и, конечно же, нужно показать дачников. Дачники — это особый народ. Они картоху садят вообще в любой обстановке. Я видел даже там на линии фронта с одной стороны стреляют
россияне, с другой стороны окопы украинские, а между окопами люди садят картошку. Война войной, а питаться чем-то надо. Добрий день. Добрий день, наш Перелякав вас? А тут у нас настоящий замок. Построен из кирпича. Ой, я вижу, в нем нету стекол. Видно, он сильно тоже пострадал от боевых действий. Это улица Севериновская. Вот здесь, по адресу Севериновская, 144, раньше стоял 9-этажный дом высокий. В него попали снаряды, он загорелся, выгорел полностью, был черный. Его теперь снесли. Вот 10-я линия, супермаркет «Пчелка», который мы вам показывали. И те дома, на которых был нарисован рисунок Бэнкси. Сейчас их как раз разрушают. А сам рисунок переместили именно вот сюда, по этому адресу. Это недалеко, в 200 метрах всего лишь от места, где он был нарисован. Лада уже стоит рядом с ним. Оказалось, это не так-то просто вырезать и демонтировать, чтобы не повредить и чтобы переместить его целым. Вот, да, эту плиту, она весит 7 тонн. Оказалось так. Ее укрепили какой-то вот железной рамой, каркасом. Сам рисунок защитили стеклом. Наверное, пластиковое стекло так вот отражается. Вам, если видно, друзья, здесь нарисована вот такая гимнастка, девушка с лентой, которая танцует над пропастью, как бы. Вот эта вот дыра внизу, это танковый прострел. То есть танк стрелял и попал в дом, влетела в квартиру. Это была первая квартира на первом этаже, туда снаряд влетел. В общем, там таких вообще прострелов было очень много. Но я так понял, что Бэнкси хотел именно над такой дырой нарисовать эту девушку, танцующую с лентой, гимнастку. Как бы вот, по его задумке, наверное, это несочетаемые вещи, как-то что-то должно было значить. Честно говоря, не знаю. Лада, как ты думаешь? Сила духа просто украинского народа. И, в общем-то, что мы победим. Вот, наверное, так все-таки, да? Друзья, присылайте свои интерпретации, почему Бэнкси решил нарисовать именно гимнастку над дырой в стене. А вот такая эта стена, она состоит из 2 кусков бетонных плит. Это же был панельный дом. То есть это была нижняя панель, то верхняя панель. Эти 2 панели с собой соединили металлическим каркасом, чтобы не развалилось, чтобы одна панель от другой не отпала. И вот это все подняли и переставили сюда. Ну, я так понимаю, что это тоже, скорее всего, временное место здесь ему. Потому что, ну, во-первых, вон какие-то ворота, въезд в чей-то дом. Во-вторых, здесь, скорее всего, тоже будут строить новые дома, потому что, ну, гора мусора здесь расчищают. Все это был раньше дом. Поэтому, мне кажется, его переместят в будущем куда-нибудь еще. А пока вы можете приезжать и любоваться на него здесь. Кому интересно, улица Севериновская. Сюда можно доехать из Киева на маршрутке с Академгородка. Вот прямой маршрут называется 392. 392. Идет именно по Севериновской улице. Здесь остановка 10-я линия. Выходите и все, вы рядом. Вот 10-я линия будет возле супермаркета «Пчелка». Вы выйдете 100 метров, буквально пройдете сюда и сможете увидеть вот это произведение искусства, за которым, кстати, могут охотиться. Охотники за искусством, не знаю только, как его можно похитить, оно такое это тяжелое. очень дорогая ценность. В общем, это несколько миллионов долларов. Да, да, если его украсть. Но украсть его
невозможно. Можно только просто испортить. Все, друзья, мы вам показали все, что хотели сегодня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем мира. До встречи в следующих видео. Пока.